Здравствуйте! Сегодня я хотела бы показать, как я делаю с фоамирана розу. Для работы нам понадобится фоамиран, ножницы, свечка, масляная пастель, клей-пистолет, фольга, влажная салфетка и зубочистка. Нарезаем фоамиран на квадраты. 2,5 см 7 штук, 3 см 10 штук, 3,5 см 15 штук. Вырезаем лепестки в виде капельки. Берем квадрат за один угол, 3 остальных мы срезаем. Где необходимо, можем подрезать для того, чтобы капельки были более ровные. Следующий вариант вырезания – сложить по диагонали квадрат и вырезать также форму капельки практически одним движением ножа. Есть вариант, который здесь я не показываю, но некоторые мастера используют. Вырезают шаблон из картона, прикладывают к фоамирану острым предметом, наносят контур, потом все это опять же вырезают ножницами. После формирования лепестков переходим к тонировке. Наносим масляную пастель подходящего оттенка на влажную салфетку. Можно использовать смоченную в воде губку. Тонируем лепестки от центра к краю. При необходимости яркость цвета можно изменить, добавить или уменьшить, стерев лишнее чистой стороной салфетки. Маленькие заготовки мы тонируем с двух сторон. С одной стороны тонируем в той же степени, как и остальные заготовки, со второй тонируем чуть меньше. При формировании цветка нам это поможет придать реалистичность розе. Будущие лепестки у нас вырезаны, окрашены. Мы начинаем переходить к формированию. На этом этапе я буду использовать свечу. Подносим лепесток к огню на долю секунды и движением, как будто надрываем, формируем край. Повторим это движение до получения волнистого края лепестка. Сворачиваем заготовку гармошкой, перетираем между пальцами. Если не хватает теплоты рук для того, чтобы истончить край, можно подогреть заготовку над свечкой. Финальный этап заготовки лепестков – это формирование будущего места соединения с основой. У маленьких лепестков мы вытягиваем большим пальцем на себя фоамиран для получения углубления. При работе с заготовкой среднего размера есть некоторые отличия. Первое. Волнистый край мы выкручиваем наружу. И второе. Место стыка мы вытягиваем на себя и растягиваем в ширину.
большими лепестками также есть изменения. Волнистый край сильно закручиваем, а место стыка растягиваем в ширину. В работе с этим материалом нужно учитывать некоторые факты. Первое, при сильном давлении и растягивании он лопается, он рвется, он лопается. И второе, этот материал быстро воспламеняется. Поэтому следите, чтобы количество времени, находящееся фоамирана над огнем, было доли секунды. Переходим к сборке. Делаем каплю из фольги размером чуть больше маленького лепестка. Формируем первый ряд, который состоит из 2 лепестков. Клей наносим на весь периметр лепестка. Если у основания лепестки топорщатся, необходимо подрезать, создавая обтекаемую форму. Первый лепесток в ряду не доклеиваем, чтобы последний можно было без особых проблем подклеить под первый и замкнуть ряд. Каждый последующий ряд состоит из 5 лепестков, замкнутых в круг. На второй ряд, который состоит из 5 оставшихся лепестков, клей наносим до начала волнистого края и приклеиваем нахлёст. Каждый последующий ряд при приклеивании клеится ниже по заготовке, ближе к основанию.
каждый лепесток следующего ряда мы наносим клеем меньше по периметру, чем у лепестков предыдущего ряда. Этим мы создаем раскрытость нашему цветку. Если вы заинтересованы сделать закрытый бутон розы, можно остановиться после 4-го ряда, когда цветок уже получил объем и пышность. При сборке цветка нужно уделить особое внимание закрытию основы, она не должна выглядывать. После нескольких рядов мне стало неудобно держать заготовку и наклеивать на нее лепесточки. Я вклеила зубочистку. Это дает возможность подобрать следующий оптимальный лепесток.
последние лепестки клей наносится только у основания. Все лепесточки приклеены, наша роза готова. Переходим к формированию чашелистника. Я меряю радиус получившегося бутона. Отрезаю фоамиран зеленого цвета чуть больше, но это уже на ваше усмотрение. Складываю квадрат фоамирана зеленого цвета вдоль и поперек, отрезаю излишки. Надрезаю вглубь по 1–1,5 мм. И опаливаю над огнем края. После чего перетираю между пальчиками. Приклеиваю чашелистик к розе, закрывая при этом недочеты и огрехи, если такие существуют. Вытаскиваю зубочистку. Все, наша роза готова.